почему люди не задерживаются в этой профессии? Конечно, это получается достаточно финансово выигрышно. Вышел из офиса, делай перманент, ты свободен. Я не верю. Вернется ли к тебе клиент, зависит от многих причин, не только от твоего мастерства. Какой худший самый развитие сценария для новичка? Цвет бровей я с вами даже не буду обсуждать. Ну, хороший мастер по перманенту, трешку может заработать. О, я тоже так хочу, пойду к ней поучиться. У нас прям такой подкаст «Темная сторона». Нет, будет не все шоколадно. Привет, Оля! Привет, Саша. Профессия мастер перманента. Давай поговорим с тобой о том, насколько это сложно прийти туда, в эту профессию. Чего ждать человеку? Поделись, пожалуйста, своим опытом. Давай начнем с того, что мастер перманентного макияжа. А то, может быть, кто-то подумает, что мастер перманента — это кто завивку делает 6-месячную на голове. Перманентный макияж точно называется наша профессия, и прийти в нее можно очень легко, главное захотеть. Но что стоит? Вот давай так, люди приходят, какая первая мотивация, чтобы прийти в профессию мастер? Я не могу отвечать за всех людей, потому что у всех мотивации могут быть разными. Я могу вспомнить, какая мотивация была у меня. У меня было огромное желание. Меня вот почему-то, когда я узнала, что такое существует, я очень захотела. Но я шла от себя. Я захотела, чтобы у меня на лице это было. А когда уже я это получила, я потом захотела сама так делать. Поэтому какие мотивационные моменты у людей мне сложно сказать, но в основном, конечно, людей подкупает творчество этой профессии и возможность быть свободным, грубо говоря, в своем бизнесе. Даже если человек работает на кого-то в студии, все равно достаточно свободный график, можно как-то интересно существовать в свободное от работы время, у нас очень много всяких мероприятий профессиональных, и если особенно человек, допустим, замучился сидеть в офисе 5 дней в неделю с 9 до 6, то вот таких, кстати, много очень людей, которые прям хотят вырваться из этого замкнутого круга, глоток воздуха какого-то творческого получить и чему-то научиться совсем новому. Таких людей часто приводят к нам. Какие основные мифы есть у людей, предубеждения о том, что вот они пришли, ну вот мы сейчас слушаем рассказ, вышел из офиса, делай перманент, ты свободен, творчество. Я не верю. Почему? Потому что это требует, первое, мастерство, понимание цвета, работа с клиентом, продажи. Это такой целый стек знаний, который должен стоять на фундаменте личности, которая стоит за машинкой. Ну, а почему в это не нужно верить? Да, этого всего нужно добиться, это все нужно понимать, что это все комплекс мероприятий, скажем так, да. Миф какой? Очень многие рекламные кампании всяких обучающих курсов делают своим основным слоганом: хочешь ли ты быстро научиться очень высокооплачиваемой профессии? Потому что действительно наши курсы длятся недолго, не нужно учиться годами, да, и не нужно даже много месяцев учиться, в смысле вот непосредственно на обучении. Как правило, базовые курсы там занимают неделю, там, максимум 2. И вот считается, что ты там поучился неделю и начинаешь зарабатывать там офигенную кучу денег. Это, конечно, миф. Потому что, во-первых, базовое обучение, на то оно и носит название базовое, что тебе дают только основные знания, с которыми ты можешь приступить к деятельности, начать разбираться, задавать вопросы и копить их, и идти учиться дальше. То есть, по сути дела, наша профессия, она для обучения у нее границ нет, постоянно обучаемся. Ну и, конечно, деньги, те деньги, которыми заманивают людей, они далеко не сразу придут и имеют право быть в твоей жизни только когда ты уже можешь что-то предложить клиентам для того, чтобы уже честно получать эти деньги. Но вот если мы говорим про градацию мастеров, формируется стоимость от часа работы, от услуги. Вот что влияет на популярность мастера, его качество работы, его раскрученные сети, его какая-то медийность, кубки, призы, признание в цеху коллег? Все вместе, получается, конечно же, влияет, все в комплексе. Часто бывает так, что люди талантливые, безусловно талантливые, но имеющие маленький опыт, не могут себе позволить высокую цену,
просто потому что внутренне считают, что они еще не готовы по времени. И сами клиенты, да, будут видеть, что мастер начинающий, что это у него так дорого. Вроде как считается, что начинающий мастер, он, конечно, должен держать цены пониже. С другой стороны, если человек реально талантлив, он может, достаточно быстро выходить на какой-то среднестатистический ценовой уровень. К сожалению, тут очень сложно судить. Бывает, что и цена высокая, и мастер давно работает, а это ничего не значит. Это не значит, что это будет хороший результат, поэтому, забегая вперед, я могу сказать, что это очень часто задаваемый вопрос, а как выбрать правильного мастера? Это действительно очень сложно. Тут такая куча всяких проблем встает перед потенциальным клиентом, что мне даже их бывает жалко. Поскольку огромный процент в успешности современных мастеров играют соцсети, правильная реклама, правильная подача картинки, и за этим может, например, не стоять действительно хорошая работа. То есть это может быть как мыльный пузырь, да? На что наше время? Вот, допустим, человек прошел базовый курс. Что он уже умеет? Насколько он уже может идти в профессию? Что он может начинать делать? Губы, там, межресничное пространство, что-то еще, брови? Это зависит от курсов, что люди вкладывают в базовый курс. Мое мнение, что должен быть минимальный набор умений по всем зонам перманентного макияжа. Человек должен уметь делать растушевку бровей. Это первый навык. Это основная, это, наверное, самая распространенная процедура. Брови в перманентном макияже самая распространенная процедура, и растушевка бровей среди других техник тоже, наверное, самая распространенная. Хоть она, конечно, и сложна, но она все равно чуть проще других техник, допустим, волосковой. Поэтому она входит всегда в базовое обучение. Это должен человек уметь делать. Человек должен уметь делать губы. И да, скорее межресничное пространство. Лично я на базовом курсе сложным техникам на глазах не учу. Это курсы повышения квалификации. Это действительно непросто. Люди потом учатся этому. Я считаю, что людей на базовом курсе очень сильно усложнять вот это все для них и пугать их. Они так напуганы, если честно, столько информации. Поэтому определенный базовый набор. Человек, выйдя после базового курса, должен уметь держать правильно в руках машинку, должен уметь вносить пигмент грамотно в кожу на нужную глубину, создавать красивые рисунки на коже, не портить человеческие лица. Самое главное, что он должен не бояться кожи для того, чтобы начать. Потому что страх, когда ты понимаешь, что ты действительно уже начинаешь работать самостоятельно с живым человеком, с лицом женщины, а этот страх очень велик. И на базовом курсе мы должны этот страх сломать, научить человека, чтобы он мог уже в свободном плавании начать. Потому что если он не начнет, он не начнет сам себе задавать вопросы и не получит стимул для дальнейшего повышения своего мастерства и обучения. Насколько фатальна может быть ошибка мастера-новичка? Если мы говорим, допустим, про сферу макияжа, да, там одна ошибка. Если мы говорим про ремонт, другая ошибка. Перманентный макияж. Конечно, наши ошибки сложнее, более фатальны, да, чем ошибки визажиста. Базовый курс обязан научить принципу, что недо лучше, чем пере. Пусть начинающий мастер будет недоделывать. Пусть он не сделает нужную яркость, нужную темноту. Пусть клиент будет недоволен, что у него на лице плохо видно то, что ему сделали. Чем он перегнет палку в другую сторону, и тогда пути отхождения нету никаких, кроме удаления. А это долго, больно и дорого. А как ему понять? Допустим, есть какой-то ментор, который может сказать, что Наташ, ты отучилась, здесь попробуй. И как человеку после курса, к примеру, он отучился, как ему понять, где он недо, где он перья? Потому что, давайте так, если мы посмотрим на улице, мы видим очень много даже бровей. Плакать хочется, что женщины ходят с такими бровями, они изуродованы. Просто, если сесть на лавочку у Ашана, я честно, я даже сижу, снимаю и такой думаю, господи, даже я. Значит, тут дело такое. Многоаспектное опять. Во-первых,
когда человек учится, над ним неотрывно стоит наставник. Наставник не имеет права отходить далеко, не имеет права допускать, чтобы ученик совершил что-то непоправимое. Это не 100% гарантия, но, допустим, 98% гарантия. Всякое бывает, человеческий фактор есть, там, допустим, обучающая студия несет ответственность за ошибки учеников, это все там можно быстро как-то исправить. Но после того, как человек выходит в свободное плавание, у него должен быть привит уже правильный эстетический вкус и правильное эстетическое видение того, что делать. То есть человек, допустим, после нашего базового курса не может пойти начать брови, те, которые тебя пугают около Ашана. А почему их-то часто вижу? Почему? Потому что люди обучались на других, например, курсах, или обучались там, я не знаю, мне даже сложно сказать, потому что мне тоже кажется, что сейчас никто не должен учить так, но откуда-то берутся такие мастера. Потом, еще один момент важный. Я когда-то с этим столкнулась, увидев там раз-два такие брови, я предлагала свои услуги по исправлению и получала такую отповедь от клиенток. А что у меня с бровями не так? У меня все с бровями хорошо. То есть очень часто надо понимать, что вот этот ужас, что тебя пугает на женщинах, это заказ самих клиенток. То есть мастер грамотный, опытный, он, конечно, допустим, умеет этому заказу попрепятствовать, либо попытаться объяснить и сделать по-своему, либо отказать клиенту в процедуре. Начинающие мастера не умеют разговаривать с клиентами. Начинающие мастера очень боятся потерять только начинающийся вот этот клиентский круг, денежку потерять боятся, часто идут на поводу мастеров, и, в общем, портят себе реноме. Хорошо, если понимают, что это сделано плохо, заказная работа, и в следующий раз там так не будут. А некоторые как бы сбиваются с дорожки и уже идут по этой проторенной. К сожалению, у нас у всех разное видение красоты. И почему-то некоторым женщинам нравится действительно носить на лице такой ужас. Если мы говорим про эти заборы, я не понимаю, вот кто задает вообще просто вот эти тренды, откуда они берутся. Как, допустим, человек, который преподает, может остановить мастера-начинашку от этого ужаса, но все равно это же какой-то определенный уровень вкуса самого мастера. Да, конечно, поэтому мы и говорим, как, например, мастера, будущие мастера выбирают себе школу для обучения. Скорее всего, посмотрев на то, какие работы выполняет учитель. Да. Если это эстетически им близко, если они понимают, что они хотят делать так же, то они придут туда обучаться. Если им не нравится, значит, не пойдут. Я никогда не буду учить своих учеников, то есть я объясню свою эстетику, свою подачу, почему так и как. Но, поверь, мы настолько много ездим по миру на все конференции и в разных странах видим разные тренды, понятия, да, как это должно выглядеть, что порой прям немножко страшновастенько становится, но трудно со своим уставом в чужой монастырь порой бывает лезть. Вот действительно не просто ты видишь, что это плохая работа, а ты видишь, что такие у всех, потому что так всем здесь нравится. И, сложно. Пытаешься, конечно, как-то смягчить ситуацию, но не очень сильно. Мы понимаем, что есть какой-то тренд, допустим, к примеру, там, раньше был тренд, там, обувь на танкетке, к примеру, женская. Ее столько было тиражирования, что девушки начали ее приобретать. Но потом как бы немножко все очнулись, поняли, что это тотальный ужас. Такой момент. У вас как получается? Человек, вот ваша эстетика, вот, допустим, эстетика Ольги Ханафи в перманентном макияже. Это что, натуральность? Это сделать так, чтобы не было видно? Вот какие прилагательные можно присоединить к бренду обучения и вот вашему стилю, если мы говорим про стиль мастера? Во-первых, я хотела бы тебе возразить, почему люди решили, что танкетка – это ужас. Просто в моде все очень быстро меняется. Поносили, поприкалывались, а потом тренд изменился. Не потому, что это было ужасно, а потому, что просто пришло что-то другое. Хорошо, окей, так. Я действительно считаю, что перманентный макияж, в отличие от макияжа, он
намного более ответственно, потому что это надолго. Да. Поэтому мы не можем действительно следовать именно трендам сиюминутным, которые действительно могут быстро пройти. Визаж можно сделать, вечером стереть, завтра нанести там другой, как угодно. А с перманентным макияжем так не подходит, поэтому моя убежденность многолетняя, что перманентный макияж – это база, которая наносится на лицо для того, чтобы скрыть какие-то недостатки, улучшить какие-то вещи, которые там где-то природа немножечко, там, как сказать, не додала или что-то сделала не совсем правильно. И это должно быть очень деликатно и очень натурально. И всегда и всем говорю, что перманентный макияж – это база под макияж обыкновенный. То есть для того, чтобы ты с утра проснулся, и у тебя лицо есть, и тебе не нужно там сидеть с утра, опаздывая на работу, 40 минут что-то такое красить. Ты в принципе можешь пойти и будешь нормально выглядеть. Но, безусловно, этого недостаточно для того, чтобы пойти на свадьбу, на званый вечер, там, на какой-то ужин. Конечно, ты потом можешь свое лицо сделать более ярким с помощью обыкновенного макияжа. Но ты не можешь все время в этом вечернем макияже ходить с утра до ночи, круглые сутки, много месяцев, а то и лет подряд. Это неправильно. Вот. Да и сам человек может от этого устать. Все должно быть, на мой взгляд, очень натурально. Натуральность — это девиз вот именно вашего бренда. Да, безусловно. Все линии на лице, все формы бровей, формы стрелок и формы губ, это все уже дано на лице человека, дано природой, он уже так родился, у него такая черепная коробка, все линии на лице, они видны сразу. Мы не можем их ломать и нарушать и делать иначе. И нельзя прийти с фотографией там какой-то известной американской актрисы и сказать, что мне так, как у нее, потому что у нее другой череп, другое лицо, другая внешность, другой типаж. И поэтому все у нас очень сильно индивидуально. С клиентами надо работать, они часто не понимают, да, может быть, и не должны понимать. Нужно идти на компромиссы, пытаться нарисовать там свои варианты. В основном адекватные женщины понимают это и прислушиваются к мнению мастера, если он экспертен и убедителен. Хорошо, вопрос адекватности женщины, адекватности мастера. Какие должны быть компромиссы у вас? Они вообще есть? Допустим, я приду и покажу, что я хочу такие брови, допустим, сделать себе вдруг, но вы понимаете, что это не подходит вообще, а я говорю, я хочу. Вы откажетесь или вы должны взять? Я никому ничего не должна. Это вопрос очень сложный. Порой хочется либо отказать сразу, либо попытаться переубедить. Я так думаю, что я всегда начинаю разговор. Иногда он тяжелый, и потому что женщины считают, что они клиентки. Клиент всегда прав. И человек из сферы обслуживания обязан сделать так, как хочет клиент, забывая о том, что я несу ответственность не только за ее сиюминутные желания, а за то, как это будет выглядеть спустя время, причем достаточно долгое, потому что она не знает и знать не обязана, как ведет себя кожа, какие процессы в коже мы не рисуем на бумаге. Это действительно очень сложная околомедицинская процедура. Мы связаны с анатомией, с физиологией. И я знаю, что там будет происходить, а она нет. Поэтому мне виднее, какой взять цвет для того, чтобы потом был результат нормальный, какую правильно нарисовать форму, учитывая строение лица. Но многие клиентки не хотят это слушать и говорят, что мое лицо мне носить, делайте так, как я хочу. Если это совсем противоречит моим понятиям, я откажу. Если мы можем найти компромисс, мы его находим. Компромисс. Вот общение происходит как у вас? Допустим, есть определенный ранг мастера, есть определенный ранг клиента. Клиент, допустим, у вас такой, ну, не знаю, бизнес-леди, приходит к новичку, она будет общаться с ним сверху вниз. Ты мастер, я хочу так, сделай. Вот, допустим, к вам с опытом. Клиент в каком позиции приходит? Они говорят, Ольга, посоветуйте, пожалуйста, или Оль, вот надо сделать так, сделай. В основном, благодаря моему опыту, благодаря уже наработанным вот этим способом общения с клиентом, я вполне могу ожидать от клиентов, что большинство из них говорит,
я доверяю, я пришла по рекомендации, я доверяю, я спокойна, делайте так, как вы считаете нужным. Это самый лучший клиент. Вот как до этого дойти? Как дойти до того, чтобы тебе клиент настолько доверял, что он приходит к тебе и говорит: слушай, я вступаю на тонкий лед макияжа перманентного, хочу сделать на лице что-то красивое. Пожалуйста, помоги мне не провалиться, не уйти под воду с этими заборами и так далее. Ну, на это я отвечаю. Раз вы пришли сюда, Да. значит, вы уже понимаете, что ни под какой лед вы не провалитесь, потому что здесь мы никого не топим. Здесь мы только спасаем. Хорошо. Вот. Как добиться? Ничего лучше и полезнее и круче, чем сарафанное радио, на свете не придумано. Все наши манипуляции с соцсетями, с красивыми картинками — это современные тенденции, безусловно, они помогают, они нужны, но лучше, чем рекомендация человека, который уже сделал и доволен, ее не может быть. Я видела на своей подруге то, что вы сделали, это офигенно, хочу так же. Хорошо. Топ причины, почему люди не задерживаются в этой профессии. Вот момент такой, вылетают. Мастера, да, потому что мы видим часто, что, ну, к примеру, там, футболисты приходят в спорт, уходят. Ну, там, почему-то не могут удержаться на темпе команды. Вот почему в вашей системе перманентного макияжа люди выпадают из обоймы? Таких немного, на самом деле. Немного? Мне кажется, что таких немного. Люди, пришедшие в нашу профессию, редко когда уходят. Мне кажется, в основном на начальном этапе. На начальном этапе, когда поняли, что это нету тех денег, которые обещали, что до этих денег еще 3 дня лесом, 4 болотом, что это нужно еще вложение своих денег, пока добьешься. Какие-то, может быть, моменты с отсутствием клиентов, потому что, давайте признаем честно, профессия за последние 20 лет развивалась семимильными шагами, и когда, например, я начинала, мастеров было мало. И мы никогда друг с другом не ссорились, мы считали, что мы не конкуренты друг другу, потому что нас так мало, что клиентов хватит на всех. Сейчас прорва мастеров, и клиентов на всех не хватает, тем более кризисы, всякие проблемы политические, экономические, у людей поменьше денег стало. Это не хлеб, не лекарство, там, балакардин, да, без которых жить нельзя. Это эстетическая процедура элитная. В принципе, любой человек без нее может прожить. Она не жизненно необходимая. Поэтому, когда у людей начинаются финансовые какие-то затруднения, ну от чего они откажутся? От перманентного макияжа уж они в первую очередь откажутся. Поэтому клиентов, в общем, в какие-то моменты становится поменьше, а мастеров побольше. Вот. И, может быть, вот это вот людей отпугивает, что да ну, я там думала, что я сейчас буду зарабатывать миллионы, а нифига нет людей. Пойду-ка я обратно ногти пилить, например. Извините, я очень люблю нейл-мастеров. Ну, как бы расхожая фраза. Хороший ответ. А если мы сравниваем всю индустрию красоты, вот нейл-мастера, парикмахер, колорист, ну, по волосам, стилист, вот кто, как вы считаете, хорошо получает, ну, если мы говорим про старт? Ну, если мы говорим, допустим, про какую-то профессию, там, допустим, программист получает больше, чем водитель. Вот в вашей индустрии. Мастер перманента. Я, честно, никогда не считала. Я считаю, что у нейл-мастеров, у стилистов по волосам, у них преимущество в чем? Что и ногти, и волосы отрастают быстро. И люди, если уж мастер им понравился, будут ходить как туда, как на работу, регулярно. Вот. А наша профессия, она предполагает процедуру на более долгий срок. И вернется ли к тебе клиент, зависит от многих причин, не только от твоего мастерства, от его там, осознания себя, допустим, через год-полтора. У него поменялась концепция, он себя видит по-другому и не хочет продолжать обновлять. Или там, допустим, финансы изменились, или я не знаю там что еще. И человек может пропасть, да, то есть не вернуться к тебе. Один раз ты получишь сумму, конечно, превышающую стоимость там, и ногтей, и волос. Хороший перманентный макияж стоит дорого. Но и все, этот клиент к тебе не придет через месяц, через 2, через 3 и так далее. Поэтому я не знаю, как считать там деньги, где что выгоднее. Если все складывается замечательно, клиентский круг уже налажен, люди передают друг другу,
Женщины приходят, там сделала брови, потом захотела сделать губы, там, а через 2 года понадобилось обновление. Конечно, это получается достаточно финансово выигрышно. Вход в индустрию перманентного макияжа — это дорого? Вот мы говорим про обучение, про материалы, про тот минимальный набор, чтобы вступить в игру. Ну, не очень дешево. А как распределить еще? Скажите, вот, допустим, обучение, допустим, это там 70% пирога, а материала там, допустим, 10, оборудование 20. Или вот как лучше бы вот вы рекомендовали мастеру? Многие приличные обучающие центры, в том числе мы, в обязательном порядке на базовое обучение даем стартовый набор с собой. То есть человек платит за обучение, в которое входит необходимое для начала работы. Понятное дело, что в процессе работы человек будет, там, допустим, менять оборудование, покупать дополнительные пигменты. Конечно же, расходники ему придется докупать, там, иглы и так далее. Но для того, чтобы выйти с базового курса и завтра принять клиента, этот набор уже у нас есть. Взял подмышку, пошел завтра, позвал подругу и начал тренироваться. Для того, чтобы не было простоя. Я вообще все время говорю, что вот этот вот перерыв между окончанием обучения и началом работы, он должен, либо его не должно быть вообще, либо он должен быть очень маленьким, потому что за это время приходит страх. Приходит страх. Приходит страх, от которого мы избавляли все время обучения, и если сразу не начать, он опять вернется. Вот, этого нужно избегать, поэтому стартовый набор, вперед, и начали работать. А если мы смотрим сейчас на рынок, он еще растет, мастеров много, но опять же клиент тоже подрастает, видит, что макияж интересная такая услуга, и он хочет ей воспользоваться. Это будет множиться, как вы считаете? Я думаю, да, пока это будет множиться, потому что действительно, много людей на планете, женщин много. Хотя должна признаться, что когда мы проводим обучение, нам, конечно же, нужны модели. Ученики должны обязательно отрабатывать свои знания на живых моделях. И все признают, что сейчас моделей с чистой кожей найти уже сложнее. Почти у всех перманентный макияж сделан. Так они сделаны, смотрите, вот человек, который пришел к вам, да, к мастеру, вот с прошлым каким-то опытом макияжем, его нужно убирать или нужно делать, корректировать, как это все происходит? А это индивидуально. Индивидуально. Поэтому, если у человека есть старый перманентный макияж, он хочет что-то сделать с ним на лице, то, конечно, это консультация обязательно. Либо фотоконсультация, либо живая консультация. И со старым перманентным макияжем никогда не приходят люди к новичкам. То есть к ученикам должна быть 100% чистая кожа. Люди должны понимать, как работать именно с чистой кожей. А сейчас ее уже мало не найти? Ну, маловато, да. А если мы говорим про клиента, это, как правило, молодые девушки, либо это девушки, которые к вам приходят там 30 лет, 40 лет, 50 лет? Кто больше обращается? Ну, опять же, это зависит от того, какой наработан клиентский круг. У меня изначально всегда было там после 30 и до бесконечности. Во-первых, и основное, это связано с тем, что молоденьким девушкам, в принципе, не особо это надо. Ну, они и так красивые, молодые, у них густые брови, яркие губы, в основном, по сравнению с женщинами украшенным возрастом, когда уже немножко краски блекнут, там что-то уже не так. Конечно, молодые тоже приходят, если что-то не хватает на лице. Вот, яркости в губах, там и форма бровей подвела. Почему нет? Но опять-таки, кто на что больше делает упор. У меня так сложилось, что у меня больше вот после 35. Я очень люблю таких клиенток. Я очень их люблю, потому что на них виден сразу результат, разница видна, и радость их от этого результата, она выше. Клиент является отражением своего мастера? Вот мастер, как правило, допустим, мы часто находим такие истории, что люди, к которым мы обращаемся, они похожи на нас, но они на чем-то близки. У вас есть такая хронология в вашей сфере? Ну, я бы так не сказала. Безусловно, есть люди, которые там мне симпатичны, приятные, а я им. И они там приходят многократно и советуют меня таким же своим, допустим, подругам. И я таким клиентам очень рада. Ну, конечно, приятно, когда вот прям такой контакт.
Но это не обязательно, потому что все люди разные, и я не очень общительный человек во время работы, то есть я обязана хорошо пообщаться и все подробно рассказать, но я не люблю работать во время физической работы. Поэтому, если мы молчим и просто делаем друг другу хорошо, почему нет? Хорошо. Утилизация сопротивления клиента. Вот человек приходит, он ничего не знает, насколько важна консультация, сколько она должна продлиться, потому что, ну вот есть человек, который говорит, я хочу на перманент, куда переводить деньги, а ты должен спросить, какой цвет вы хотите, там, какую форму, правильно? То есть как его остановить, как понять, чтобы его ожидания точно были правильными. Вообще были ли истории, когда человек просто встает со стола и говорит, господи, я вообще не этого ожидал? Конечно, они постоянные. Чем моложе мастер, тем таких случаев будет больше. Это тяжело, поэтому я и говорю, что кроме навыков непосредственно правильной работы, данных вам на базовом курсе, у вас должен нарабатываться навык правильного психологического общения с клиентом. Сколько бы лет я ни работала, я каждый раз говорю с клиентом, пока у меня, вот если много клиентов в день, я домой прихожу, мне кажется, что у меня язык распух, он у меня просто не умещается в рот, потому что постоянно. И главное, что интересно, что женщины, они же такие, ну, милые, они забавные, они говорят, ну зачем вы мне так все объясняете, я же не глупая, я все понимаю. Я говорю, потому что я знаю, что когда закончится процедура, и вы возьмете зеркало, у вас будет другая реакция. Я вас пытаюсь к ней подготовить, рассказать. Вот, потому что вы не знаете, как будет потом. Сейчас вас это может испугать. Отек на губах. Все начинают валиться в обморок. Ну, зачем валиться? Я вам сейчас расскажу, что это нормально, надо потерпеть. Я дам вам масочку. Вы увидите, как все будет хорошо. И главное, они такие смешные, они любят очень рассказать потом, как им было ужасно тогда. Я говорю, ну зачем вы рассказываете о том ужасе, который вы тогда пережили? Если вы говорите уже, что как здорово, что я потом увидела, что все ваши слова были правдивыми. И вот сейчас я так довольна, но как же мне было плохо тогда? Не, ну я же вас предупреждала специально для того, чтобы уменьшить вашу нервозность. А еще какие могут быть сопротивления, сомнения у клиента перед тем, как ложиться на стол к мастеру? Не, ну естественно, что люди боятся, что станет хуже, чем было. Люди боятся неправильной формы, неправильного цвета. И это тоже психологическая работа. По поводу цвета, допустим, если мы говорим о бровях, я много лет занимаюсь колористикой и вот всеми вопросами, связанными с пигментами. Я давно уже являюсь производителем пигментов. То есть изначально я просто размышляла на тему, как правильно подбирать. В итоге это вылилось в наш бренд, которому уже много лет. Я производитель пигментов, который, ну, я даже не собираюсь там скромничать. Они известны во всем мире. И мои знания позволяют мне говорить следующим образом, что цвет бровей я с вами даже не буду обсуждать. Потому что вот вы ко мне вошли, и я знаю, какой цвет вам нужен. Некоторые говорят, в смысле не обсуждать? Обсудите со мной сейчас же. Я говорю, хорошо, у вас светлые глаза, у вас русые волосы, но немножко с золотинкой. Это значит, что никаких черных бровей, никаких рыжих бровей, никаких графитовых бровей. Это должен быть русый цвет с небольшой теплинкой. Да-да-да, я именно это вам и хотела сказать. Я говорю, ну вот, понимаете? Или там просто приходит, пожалуйста, не делайте мне черные брови. Я говорю, хорошо, не буду. Я никогда черные брови не делаю. Ну, губы там немножко другое. Там мы можем обсуждать, покажите любимую помаду там, или там блеск, это обсуждаемо, там больше творчества. А с бровями все очень четко. Брови на лице могут быть только от такого цвета и никакого... А почему вы так говорите? А вдруг я завтра волосы перекрашу? Я говорю, ну, вы, может быть, завтра их в зеленый цвет перекрасите. Я же не буду вам зеленые брови делать, потому что брови от цвета волос не так зависят, как от тона кожи и от цвета глаз. Поэтому я это все вижу сразу и делаю практически безошибочно. Если новичок встречает какое-то недовольство, отторжение от его работы, как его себя обезопасить? Сказать, что я только учусь, или не делать прям настолько, чтобы можно было исправить? Какой худший, самый развитие сценария для новичка? Худший сценарий – это скандальный клиент, который грозится Судом? судом, проверками, Роспотребнадзором, прокуратурой и так далее.
это очень страшно. Для новичков это очень страшно. Это действительно большие нервы. Мало кто из клиентов, которые так скандалят, действительно это делают, но это очень неприятно. Вот, потому что, к сожалению, наша профессия не очень защищена законодательно, поскольку у нас в нашей замечательной стране немножечко бардак в этом смысле с законами. Вот. И если все по закону, то там прям очень сложно все делать. Как правило, так или иначе, мы некоторые законодательные дурацкие вещи обходим. И если сильно очень скандалить с клиентом, то это, конечно, с клиентами нужно дружить, с клиентами нужно находить общий язык, клиентам нужно объяснять, успокаивать и договариваться. Я считаю, что начинающий мастер... Вот подушка безопасности начинающего мастера. Вот вы сейчас сказали, что может быть суд, могут быть какие-то страхи, угрозы, скандалы, отзывы. Как вот мастеру пройти и сказать, что, допустим, смотрите, я начинаю, стоимость поэтому невысокая. Конечно. Если мы накосячим, то мы исправим это таким образом. Ну, вы за это понимаете, подпишите бумажку, что вы... В обязательном порядке мы подписываем бумаги. Конечно же, мастер не будет говорить, что я вам сейчас накосячу, поэтому подпишите бумагу, как я это буду исправлять. Ну, в больнице подписываешь такую бумагу? Мы, естественно, подписываем. Информационное согласие с клиентом должно быть подписано. В нем написано о том, что какова процедура, какие ее особенности, что будет, как заживление, зачем коррекция, вот это все. Мало кто это читает внимательно, поэтому эта подписанная бумага не отменяет бла-бла-бла мастера, то, что я сказала, все равно. А зачем я буду рассказывать, он же подписал бумагу? Да не читают они, надо 200 раз все рассказать. Но эта бумага все-таки, каким-то образом защищает, что, вы же это подписали, что вы в курсе, мы вам все рассказали. Если что-то совсем по какой-то причине нашла коса на камень, и человек, ни в какую не хочет носить на своем лице результат вашего труда, наверное, стоит вернуть деньги для того, чтобы прекратить дальнейшую эскалацию конфликта. В основном возврат денежных средств людей успокаивает. Хорошо, мы теперь поговорим про позитивную часть. Это рост мастера. Какие есть градации? Опять же, допустим, мы говорим про стоимость процедуры, либо про то, как вообще мастеру заявить о том, что он уже классный. Это только портфолио или какие-то вот Нет, кубки? это портфолио. Это портфолио в первую очередь. Без портфолио никакие кубки и дипломы не сработают. Должно быть портфолио, чтобы любой человек мог увидеть, что ты умеешь делать. Естественно, что здесь есть нюансы и всякие «но», потому что сейчас все эти вещи развиты так круто и замечательно, что красивая картинка решает все. И, к великому сожалению, не всегда можно понять, что на самом деле стоит за этой красивой картинкой, потому что существует ретушь. Нейросети. До нейросетей прям в прямом смысле еще пока не дошли, но ретуширование для создания красивой картинки повсеместно, и уже практически этого невозможно избежать. Но клиента же, получается, вводит в заблуждение. А тут очень, очень сложный момент. Тут как бы палка о двух концах. С одной стороны, есть момент заблуждения, что мы вводим в заблуждение клиента. И на этом основана позиция всех мастеров вот так, с большим стажем, типа меня. Как бы старички, они против ретуши и говорят, что мы вводим в заблуждение клиентов. Так делать нельзя. На другой стороне стоит проблема визуальное восприятие профессии. То есть если мы не делаем ретушь, если мы постим как есть, с прыщами, с усами, с покраснениями, с отеками, человек может сказать, да ну нафиг, я такого не хочу. И вот тут этот баланс. Нужно его соблюдать. Вообще, как мастеру показать свою работу? Он должен снимать после процедуры, или он должен снять, допустим, до процедуры или после заживления?
Слушайте, это вообще отдельная тема. Почему я говорю, что наша профессия очень сложная? То есть помимо того, что человек должен научиться, развиваться, улучшаться, он еще должен бесконечно думать о том, как подать свою работу. Фотографирование нашей работы – это очень сложное дело. Мастера этому учатся, кто-то быстрее, кто-то медленнее. Я вот, например, медленнее учусь и пока не очень научилась. Обязательное фото до, безусловно. Как минимум, даже не для подачи в соцсетях, а для себя. Нужно видеть, что ты сделал, нужно видеть до-после результат. После работы бывают часто очень яркие и выигрышные. Они такие вау, производят вау-эффект, плюс немного ретуши, и мы получаем очень красивую картинку, на которую клюют клиенты. Дальше работа с клиентом, чтобы объяснить, что потом будет по-другому. Поэтому у грамотного, честного мастера в портфолио обязательно должен быть какой-то определенный процент заживших работ. Желательно больший, чем свежих. Ну, хотя бы половина. Потому что вот даже не ретушь самой фотографии, а отсутствие результатов после заживления, поскольку они колоссально отличаются в нашей профессии, говорит о том, что мастер вот нечестен с клиентами. Обязательно нужно показывать, как оно все заживает и носится не просто через месяц, а через полгода, через год. Это важно. Правильно фотографировать очень сложно. И подавать правильно свою работу сложно. Об этом даже сейчас курсы. Их даже больше, чем курсов самого обучения и повышения квалификации. Ну да, такая сложная история в том, чтобы красиво показать свою работу, и человек еще, как вы сказали, правильно было еще, потому что человек ложится на стол, он уже без макияжа, чистое лицо, правильно я понимаю? А потом-то хочется показать уже все, и образ целиком, и украшение, это же все влияет на общую картинку после того, как мы сделали работу. Интересный момент. Хорошо, как мастеру вот выйти из категории новички, дойти до середнячка и потом попасть в топ? И кто есть вообще топ рынка? Рост мастера сейчас очень понятен, в отличие от того, что было, вот, допустим, там 15 лет назад. Огромное количество конференций в нашей профессии по всему миру. Прям вот вообще у нас сейчас наша профессия, она связана с большим количеством конференций на нашу тему и чемпионатов. То есть если мастер хочет развиваться, он в обязательном порядке должен участвовать в чемпионатах и посещать конференции. Я очень хорошо помню времена, это, наверное, порядка 10 лет назад, когда только начинались конференции, и мы все кривили нос и говорили, что да ну, это просто потусить, там, перьями пошуршать рядом с коллегами, никакого толку от них нет, только одна трата денег. Эти времена прошли, конференции действительно развиваются и становятся в основной своей массе полезными, то есть там есть информация, которую мастера могут получать. Понятное дело, что если тебе там заинтересовала какая-то тема, ты можешь в нее углубиться с помощью мастер-класса. Там, допустим, прослушал, это что-то новенькое, но мне недостаточно понятно. Я на эту тему пройду, допустим, у того же мастера или у какого-то другого мастер-класса. А конференция – это конгломерат, сборище мастеров, которые на разные темы могут рассказать, и в итоге тут лайфхак, тут какую-то штучку, тут инсайт, и как бы смотришь, и уже ух ты, а я этого не знала. Это прямо наполняет. И, конечно, участие в чемпионатах, если позволяет нервная система. Не у всех нервная система такая крепкая, когда люди умеют проигрывать. Многие там настолько сильно переживают. Например, я такой была. Я не могу участвовать. Ну, тогда не могла. Может быть, сейчас, если бы я была начинающим, сейчас все участвуют, я бы, наверное, тоже пошла. Когда-то у меня это не получилось. А сейчас я прям уважаю очень уважаю, прямо поддерживаю мастеров, которые участвуют в чемпионатах. Это важно. Важно быть среди своих, важно уметь подать себя, важно уметь стать лучше или, не став лучше, не убиться об стену, а начать дальше работать и в следующий раз пойти и победить. Это круто. И, конечно, эти кубки в итоге, даже просто за участие, пусть это не победный кубок, а за участие, они пополняют
улучшают дизайн кабинета и действительно производят впечатление на клиентов. Это уже доказано, это 100%. Вот Клиенты к на вам, это да, смотрят. заходишь к вам в студию, очень много всяких дипломов, там, кубков, информация о том, что это все как-то живет, проходит, что в кабинете есть жизнь. Потому что как-то заходил за подругой, она была на перманенте, это был какой-то отель типа Сибирь, ну там в Москве, да, где мастер арендовал кабинет. И у него была такая причина, что там просто бюджетно и удобно к метро. Но мне кажется, это немножко рушит сам ореол мастера, ну в том плане, что не бьется картинка, пока ты дойдешь до мастера, попадаешь в этот кабинет, и не хватает этого ореола жизни. У вас же студия живет. Но это результат многих лет работы. Я же когда-то начинала вообще на дому, Угу. просто в комнате в своей квартире, и у меня не было никаких дипломов, и вообще не было никакого кабинета, ни у метро, ни далеко от метро, никакого. И все равно приходили люди, и в итоге как бы наработался свой клиентский круг. Там уж на начальном этапе просто на доверие, на знакомых, и нормальная работа, чтобы людям нравилось, безусловно, без косяков. А в нашем году 23-й год на дому нормально принимать? Ну, массажисты сейчас принимают много, если мы зайдем на Авито, там прям хорошие рейтинги у людей, кто так стреляет. В вашей сфере это нормально? Или должна быть своя студия, какой-то кабинет, все-таки какая-то... Я никогда не наезжала на мастеров, работающих на дому, по той простой причине, что я сама начинала с работы на дому. Единственное, что нужно понимать, что все-таки, если вы работаете дома, это должен быть определенным образом оборудованный кабинет. Мы работаем с кожей, мы ее царапаем иглой, по сути дела, мы нарушаем кожный покров. Это очень близко к медицине, поэтому определенные условия должны быть. Нельзя работать в коврах с мягкими игрушками, с бегающими детьми и собаками под кушеткой. Это неправильно. То есть, если уж работаешь дома, то оборудуй эту комнату чисто под работу, чтобы там было какое-то определенное покрытие на полу, чтобы все было вымыто, дезинфекция и так далее. Это важно. Я никогда не говорю, что это прям ужасно плохо. Конечно, удобнее работать в студии, когда ты ощущаешь, что ты пришел на работу, ты определенным образом оделся. И, опять же, на клиентов это производит впечатление. Но к этому нужно прийти. Это и денег стоит. А коворкинги есть сейчас в этой сфере? Когда вместе работают? Когда мы арендуем, допустим, место, как может арендовать сейчас? Конечно. Да, уже? Наша студия предоставляет мастерам такую возможность. То есть, если я пройду у вас обучение, я могу постучаться в дверь и сказать, пустите меня, пожалуйста, сколько это стоит, я заплачу за аренду стола и оборудования, да, получается? Да, можно. А это выгодно мастеру? Я думаю, да. Если мастеру неудобно работать дома, он посмотрит. Очень многие мастера снимают кушетки, снимают кабинеты. И опять-таки после дома, но до нашей сегодняшней студии я снимала многократно кабинеты в разных студиях и работала в кабинетиках отдельно. Нормально было. Хорошо, вопрос. Что вам дала профессия мастер-перманента? То есть, что это? Путешествие, это признание, это наполнение жизни смыслом, это профессия. Какие плюсы вы можете на личном опыте рассказать? Для меня это в первую очередь была свобода. Свобода от чего? Свобода финансовая. Финансовая. Свобода творческая. Я занялась делом, которое сразу безоговорочно полюбила и ни разу не разочаровалась, и ни разу не подумала, что фу, какой кошмар, чем я занимаюсь, надо бы мне сменить. Я, бывает, не выспавшаяся с больной головой, и могу пробубнить, что фу, не хочу на работу, но, в принципе, как только я в нее погружаюсь, у меня даже какие-то конфликтные ситуации, какие-то проблемные ситуации, они у меня как во сне уходят в сторону. Я очень люблю свою работу и счастлива, что я занимаюсь любимым делом, за которое мне как это считается, да? Как здорово заниматься любимым делом, которое тебе нравится, и тебе еще за это платят. Кайф. К чему это я? Вопрос очень такой, может быть, некрасивый с моей стороны, но у каждой профессии есть какой-то срок жизни. Допустим, я из фотографии, у нас мало фотографов, кому за 70, правильно? Да. Даже кому за 60 уже очень мало. Да. Сколько здесь живет мастер?
Сложно сказать, это я все время об этом думаю, потому что мне давно не 20 и даже не 30, и даже не 40, поэтому я думаю о том, а сколько я еще протяну. И не только сколько я протяну, во-первых, сколько я протяну по здоровью. Во здоровье я имею в виду в первую очередь глаза, Мгм. потому что у нас очень сильно садится у всех зрение, все мастера это подтверждают. Работать тяжело, работа кропотливая, очень ювелирная. Нужен хороший глаз, когда у тебя от напряжения глаз начинает болеть голова, это тяжко. Плюс поясница, спина. Сидеть в согнутом состоянии тоже у многих мастеров проблемы со спиной. И плюс второй вопрос, связанный с востребованностью. Мгм. Ну, когда уже клиенты не захотят ко мне старушки идти, а захотят пойти к красивой молодой девушке. Но пока я думаю, что будут ходить, потому что у меня возрастных клиенток много, и много клиентов, которые старше меня намного, поэтому они будут ходить, пока я еще в состоянии работать. Ну, не знаю. А если мы говорим про глаза, вот сколько оптимальный момент клиентов в день? Потому что сколько занимает процедура? Вот мастер должен брать максимальное количество клиентов, или все-таки, допустим, глаз, он же должен посмотреть вдаль, посмотреть... Я не могу на этот вопрос ответить. Это очень индивидуально. И это не только от глаз зависит. Например, я уж сколько с коллегами разговариваю, многие говорят, ой, нет, у меня, значит, там 3-4 клиента в день, уже больше не могу. А кто-то там совершенно спокойно 6-7 клиентов в день. Опять тут и зависит от длины процедуры, смотря что делать. У нас же есть процедуры по удалению, они намного короче по времени. Там коррекция, она тоже... Так сложно сказать. Лично для меня, да, определенное количество, не больше там, 5 клиентов в день, и это прям много. 3-4 для меня сейчас больше бы не хотелось, тяжко. Но пока как бы пул заявок, он большой, да, то есть учитывая, что для конференции там... Но у меня же поездок много. Да. Я, конечно, иногда думаю, интересно, была бы я настолько востребована, если бы я столько не ездила. Ну, возможно, они были бы просто распределены более спокойно, и не было бы такого длинного листа ожидания. Сейчас, конечно, девочки, мои клиентки бедненькие, вынуждены ждать, потому что, извините, я приеду только в конце октября, и ничем помочь не могу. Ну, да. Оль, а вот допустим, почему к вам? Вот, допустим, у нас есть студия, есть мастера, которые выросли под вашим крылом. Ну, хорошо, я, конечно, понимаю, что у вас особый почерк и так далее, но если вы понимаете, что мастер плюс-минус с вами на одном уровне, передать клиента другому человеку. Я передаю. Передаете, да? То есть я передаю. У меня сейчас со мной работают 2 мастера. Одна девочка уже с большим опытом, ну и ценник у нее, соответственно, пониже, чем мой, но достаточно уже хороший. Есть более юный, скажем так, в профессиональном смысле мастер. У нее пониже цена, опыта поменьше, но она тоже очень старается. Если уже как бы прям вот мне прям нужно, человек не может ждать, а мне нужно его передать, я вот советую Аню нашу, и вполне все замечательно. Если мы говорим про процедуру, в чем человек почувствует разницу между мастером, там, допустим, там, за 150 там, коинов, за 100 коинов, за 50 коинов, ну, если мы говорим так. Ага. Наверное, все-таки в первую очередь в более уверенном общении, в более профессионально компетентном разговоре перед процедурой. Ну, результат, вероятность каких-то неудовлетворительных моментов, не обязательно прям плохого качества, а ну каких-то моментов с клиентом, этот процент там у меня, наверное, пониже. То есть может быть что-то, допустим, у вашей Ани какой-то момент... Ну, с силы опыта. Что-то, может, она не досказала, как-то не так объяснила. Клиенты очень чувствуют, очень чувствуют. А вот давайте. То есть клиент чувствует руку мастера. Клиент чувствует малейшую неуверенность мастера в своих профессиональных качествах. Как только мастер что-то сомневается, и видно по его, что он как бы не очень уверен, правильно ли он делает, то сразу... Оно может быть не потому, что там неуважение, нет, но чуть-чуть снижается доверие, и тут же повышается давление с той стороны.
А давление – это плохо с той стороны. Компромисс решения проблемы – это да, а вот давление на мастера быть не должно. Тут сложный момент. Об этом можно вообще, не знаю, сутками говорить. Но мы работаем с людьми, вот эта работа с людьми, вот, наверное, это является особенностью вашей профессии. Мы не торгуем цементом, у нас живое общение. Насколько это плюс или минус? Больше заряжаетесь или все-таки больше устаете? Когда как, если честно, то, конечно, больше устаю, потому что какой бы ни был человек, когда их много, это определенный обмен энергией, и энергия, конечно, растрачивается. Не обязательно, что у меня ухудшилось настроение или я не люблю. Нет, просто это, выходит энергия, и ее нужно потом пополнять. Конечно, это усталость. Даже если работа вся была приятная, и люди были абсолютно приятные, все равно в итоге, такое некоторое опустошение при работе с клиентами всегда бывает. Это нормально, в этом нет ничего страшного. Проблемой для меня и для многих других мастеров до сих пор является умение распознавать особо неприятные случаи. Есть люди, с которыми мы работать не можем и не должны. И умение распознать их на ранней стадии, пока еще не началась работа, это такая большая наука, потому что мы все хотим, во-первых, доказать свой профессионализм. Я вижу, что клиентка не очень простая, я вижу, что характер у нее мне не подходит, сложный, но я же профессионал, я сейчас докажу, я нанесу добро, я сейчас все улучшу, все будет хорошо. Плюс, нежелание, конечно же, отказываться от финансового вознаграждения. Чего ж я буду терять деньги? Противный характер, сейчас мы поработаем, зато нам за это заплатят. Это порой приводит к нехорошим результатам. И если бы была такая возможность, прям точно сканировать сразу. Человек вошел на ресепшене и сразу говорит: нет, мы даже начинать не будем. Вот это было бы классно. Но даже я с моим опытом, я не всегда умею это отсечь, а это надо отсекать. А что получается в итоге? В итоге человек недоволен, или он требует много, или... А человек может оказаться недоволен, человек начинает предъявлять претензии, человек начинает предъявлять некрасивые претензии, человек начинает угрожать, и человек начинает вплоть до угрожать всякими проверками, судами. Это, как правило, приводит к тому, что деньги, которые мы так хотели с нее получить, все равно мы теряем, потому что их нужно отдать, чтобы человек отстал. Или не дай бог, еще что-нибудь хуже. У нас прям такой подкаст «Темная сторона». Мы не можем об этом не говорить. Я не хотела бы, чтобы у людей создавалось впечатление, что у них бесконечные будут проблемы, проверки и суды. Нет, конечно, это необыкновенная редкость, слава богу. Если мастер адекватен, если он любит свою профессию, хорошо в ней работает, то у него 95% это кайфа, творчества и благодарных клиентов. Просто мы не можем говорить о том, что все шоколадно. Нет, будет не все шоколадно. И когда начинающий мастер впервые сталкивается с конфликтной клиенткой, это такой ужас. Просто у людей аж сердце останавливается. Часто бывает желание. Кстати, ответ на вопрос, почему люди уходят из профессии, это одна из причин. Не смог человек пережить конфликт с клиентом, и сказал: да ну нафиг, я больше не хочу этого испытывать. И прям бросает. Бывают такие случаи. Но лучше, конечно, во-первых, не доводить, уметь все-таки балансировать и выходить из ситуации. А во-вторых, если уж случилось, стойко переживать. И выходить победителем с еще большим опытом. И с еще большим... у меня потому что я эту фразу не говорила. Теперь мне обязательно нужно эту фразу говорить. Тогда будет легче, тогда я избегу такого-то конфликта. Это каждый раз нас учит чему-то еще. Команда мастера по перманенту. Нужна она ему? Допустим, человек, который записывает людей на услуги. Человек, который в том числе консультирует человека перед процедурой, где прям четко, проговаривая какие-то моменты. Или лучше работать одному, или стоит ли делиться куском пирога? Слушайте, это абсолютно каждому свое. Если у человека идет спокойненько себе работа, достаточное количество клиентов, которых
он может обработать сам. Мгм. Ради бога, я много-много лет, работая там по кабинетам, по студиям, не имела своего администратора и со всеми клиентами общалась сама, все объясняла, консультировала, отправляла адрес, встречала, провожала. А когда уже появилась студия, когда вырос поток клиентов, плюс добавились поездки, конечно, я это не могу, этот объем обрабатывать я просто не успеваю. Поэтому я-то сейчас просто молюсь на своих администраторов. Они принимают на себя первые удары и все то, что вот уже, как говорится, оскомину набило, они все это бесконечно рассказывают, объясняют, коммуницируют. Хорошо, если мы говорим про профессию, дала свободу, дала творчество, финансовую независимость. Что еще в этой профессии такого, что может туда человека прям заманить? Творчество, финансовая независимость. Вот сам по себе цех. Вот вы говорите, раньше с мастерами вы не конфликтовали, а сейчас как будто бы есть ореол того, что люди борются за клиента. Ну, борется, но все равно на самом деле, вот опять-таки, ну, это смежно с разговором о конференциях, о том, что у нас много поездок. Это же не просто поездка для того, чтобы ты послушал спикера и узнал знания. Это одна тема, да, положил в копилочку себе. Это бесконечное профессиональное общение, знакомство, это возможность развиваться в бизнесе, потому что это не просто слова, это же вот просто действительно может человек приехать, там, познакомиться. Ой, я Таня, я Маня. А, слушай, мне твои работы нравятся, а давай ты ко мне в город приедешь с мастер-классом, я тебе организую. Человек приезжает, зарабатывает деньги, а дальше об этом узнал Инстаграм, и дальше. Люди растут. Или там, допустим, поучаствовал в чемпионате и победил. Хоба, на всех площадках Инстаграма, ну, в нашей профессии, этого человека засветили. Конечно же, на него обратили внимание. Ага, надо пригласить с мастер-классом, надо пригласить спикером на конференцию. И люди растут, рост реальный от этого происходит. Ну и потом, как правило, все эти общения в основном очень приятные, действительно. Ну, хороший мастер по перманенту, 3 в Москве может заработать. 3 в Москве. чего? Квартиру? Да. Может, конечно. Может, да? Ну, просто у нас фотографии это интересно. Может, со временем может. Со временем может. На самом деле, многие мастера прям на этом как бы даже строят свое продвижение. Не только на фотографиях красивых работ, а на фотографиях там только что купленной машины, например. И все говорят, о, я тоже так хочу, пойду к ней поучиться. Она меня научит так зарабатывать деньги. Ну, у нас получается, допустим, момент того, что трудолюбие и отвага, сколько нужно примерно процедур, чтобы достичь уровня, ну, так хорошего, стабильного мастера? То есть это 1000 процедур? Или это все-таки, может быть, 100 процедур под руководством ментора какого-то? Я не люблю цифрами оперировать. Ну, 200 процедур должно... Ну, я вот помню, как считала, когда у меня был сплошной поток, я много работала еще, по-моему, там вот, ну, в кабинете, безо всяких поездок, без всего. Ну, порядка 70 клиентов в месяц, 60-70 в месяц. Это не офигенно много, но это нормально. Ну вот, значит, месяца 3, вот так вот, если... То просто поначалу у мастеров не бывает такого количества клиентов. Поэтому нельзя сказать, что через 3 месяца ты уже... То есть у тебя вначале будет мало их. Соответственно, все-таки, ну, мне кажется, годик опыта – это так, чтобы хоть о чем-то начать говорить. А это сразу видно, вот, допустим, профессиональный мастер сразу видит, где год, где полгода? Нет, не всегда. Не всегда. Иногда порой прям удивляешься, сколько, что, правда 7 месяцев в профессии, такие крутые работы. А бывает, посмотришь, человек 20 лет пилит и ничего не напилил. Ну, это от таланта зависит. Есть просто реально талантливые люди, которые сразу выстреливают. Прям есть вот прям талант? Есть. Это что, значит, какая-то художественная рука или что, что-то зависит? Кстати, да, про художественную руку. Многие говорят, что, ой, наверное, нужно обязательно медицинское образование. Оно по закону нужно. Но для грамотной работы, для красивой работы намного важнее художественная чуйка. Даже не визажистская, а именно художественная. Вот люди с мы не последние, а вот у нас был проект, мы искали мастеров себе в студию и набирали на базовый курс только тех, у кого есть художественное образование.
У нас сейчас вот как раз Настя наша, которая работает, она художник-керамист. И она сейчас вот, у нее прекрасно получается. Это очень сильно поможет. Я думаю, да. И хорошо, такой последний вопрос. Вот если мы говорим про ваш путь и перманент, это ведет к счастью? То есть это счастливая жизнь вообще? Выбор такой? Для меня, да. Для вас? меня, да, однозначно. Я очень счастлива в своей профессии. Я не очень... Я вот это все рассказываю, но, опять же, все от характера зависит. Я не очень коммуникабельный человек, когда много людей. То есть, например, вот если говорить про моего мужа, да, Мохаммеда Ханафи, он 200-процентный экстраверт, ему для того, чтобы вообще жить, ему нужны люди, они его подпитывают энергией. Из меня все-таки люди энергию подтягивают. Я считаю себя интровертом, поэтому, когда очень много и очень часто, мне тяжеловато. Но в самой своей профессии, вот в том, что я делаю, в результатах, в общении с клиентом, я абсолютно счастлива. Конференции в сфере перманент. Большие события, где мастера растут. Мы знаем, что Оля Ханафи выступает там. Да? Знаем, мы знаем. Ну да, я вот же рассказываю о том, что насколько я считаю важным мастерам посещать, потому что там много всяких знаний. И я, собственно, приглашаюсь организаторами. Мы приглашаемся, поскольку мы с Мохаммедом выступаем как бренд. И у нас два направления. То есть, когда нас приглашают, у нас есть два направления. Направление спонсорское. Мы выступаем как спонсоры для продвижения и продажи своих продуктов. И второе направление мое личное. Как эксперта, как мастера, меня зовут спикером. Я выхожу на сцену и рассказываю какие-то важные вещи, которыми хочу поделиться, поскольку считаю, что моего опыта достаточно для того, чтобы выйти на сцену и помочь людям рассказать что-то. Темы, с которыми выступаю, достаточно разные, начиная там от пути в профессии до каких-то там практических вещей, там как исправить некачественный перманентный макияж. Но, конечно, моя основная тема, поскольку я производитель пигментов, я в этом давно, моя основная тема на сцене и всяких мастер-классов выездных — это пигментология и колористика. То есть я рассказываю о том, чем мы работаем, что такое пигменты, потому что на самом деле в основном на базовых курсах этому не обучают. Я об этом обязательно рассказываю на своем базовом курсе, но многие не вдаются в глубину. Люди выходят с базового курса, не понимая, а что это такое? Вот в пузырьке налито, надо взять, макнуть машинку и там покрасить. А что это такое внутри? С чем мы работаем? Люди не понимают. Я об этом рассказываю. Какие составы, для чего, какие в связи с составами свойства и как эти свойства влияют на результат работы. Мастер не может работать грамотно, не понимая таких базовых вещей. Это очень важно. Люди ленятся это узнавать, потому что это у них ассоциируется с очень сложной наукой химии. Я сама-то не химик, в общем-то, и поэтому я пытаюсь объяснить, я тоже не химик, вы поймите, я не буду вас грузить, но базу этого вы должны знать. И из этого следующая тема, конечно, про колористику, то есть как эти цвета правильно сочетать, как их правильно смешивать, как их правильно вносить и почему в кожу, потому что, еще раз возвращаюсь к разнице с визажом. Визаж, вот ты взял коричневый карандаш, вот ты коричневым накрасил, и все. Вот он какой есть, такой он и будет на коже. А мы кладем пигмент внутрь кожи, там вступают в действие офигенное количество всяких процессов физиологических, и в итоге мы получаем другой цвет. Почему другой? Как прогнозировать, как правильно избежать там каких-то неверных моментов, что нужно. Вот это все в таком достаточно большом... когда я выступаю на сцене, это там доклад, да, грубо говоря, минут на 30-35. А вообще это большой обучающий курс. Я с ним езжу с мастер-классами. Этот мастер-класс занимает целиком, весь день, с утра до вечера. И вот сейчас, наконец-то, почти что закончен этот курс в виде онлайн-обучения. Чуть-чуть осталось. Скоро, потому что многие спрашивают на самом деле. Я говорю, приезжайте. Ой, давайте онлайн.
надо делать. Сейчас сделаем скоро. Курс колористики — это определенный must-have для человека, который идет перманент. Обязательно. 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 Я говорю, что на базовом курсе основы этого немножечко обязательно должны быть даны. Но сразу загрузить, там такой объем информации на базе, много очень аспектов нужно, что отдельно эту тему всю сразу на базовом курсе не рассказать. Она слишком обширная и большая. И потом у мастеров должны быть уже вопросы возникнуть. Как только начинает работать человек, у него начинают возникать вопросы, ответы на которые он, допустим, не может сразу получить, не понимает. Ну и вот, пожалуйста, дальше он идет повышать квалификацию, в частности, на курс пигментологии и колористики, для того, чтобы разобраться и лучше понимать, что он делает, и достигать лучших результатов.